Эта ночь стала кошмаром для жителей Сирии. Оглушительные взрывы, паника и растерянность охватили целые районы. Израиль нанес одни из самых мощных авиаударов за последние годы, а последствия этих атак оказались по-настоящему шокирующими. Правда ли, что за ударами скрывается попытка внести раскол в сирийское общество? А что на это ответила власть Сирии во главе с Ахмадом Шараа, вы узнаете в нашем выпуске. Оставайтесь с нами до конца. Несколькими днями ранее, 28 апреля 2025 года, в социальных сетях распространился провокационный аудиофайл, в котором якобы религиозный лидер друзов Марван Киуан оскорбляет пророка Мухаммеда. Да благословит его Аллах и приветствует. Киуан незамедлительно выступил с опровержением, заявив, что запись сфальсифицирована и направлена на разжигание межконфессиональной розни. Однако этого оказалось достаточно, чтобы спровоцировать волну гнева среди мусульманского населения и вызвать уличные нападения на друзские районы, включая Жараману. Обострение внутренней обстановки стало идеальной почвой для внешнего вмешательства. Именно на фоне этого религиозного и социального напряжения Израиль начал серию авиаударов. По сообщениям арабских СМИ, удары пришлись на стратегически важные районы вокруг Дамаска. В частности, были атакованы позиции в районе города Хараста и вблизи горы Касьюн, с которой открывается обзор на сирийскую столицу. Помимо этого, под удар попали южные регионы – Дераа, Кунейтра, а также бывшие базы ПВО сирийской армии в провинции Хама, которые считались давно заброшенными. Однако именно пустующие военные объекты вызвали вопросы: зачем Израилю атаковать неиспользуемые площадки? Израильские источники объяснили это так: любые военные базы в Сирии могут быть активированы в любой момент, особенно на фоне нестабильности и перемен в руководстве страны. Отдельного внимания заслуживает внезапная посадка израильского военного вертолета в провинции Сувейда на юге Сирии. Армия Израиля подтвердила, что вертолет эвакуировал 5 представителей местного друзского населения, которые были доставлены для оказания медицинской помощи в израильские больницы. Это действие было представлено Израилем как акт гуманитарной помощи и защиты этнических меньшинств, однако вызвало множество вопросов и подозрений среди сирийцев. Израиль официально заявил, что ведет свои силы в районы юга Сирии с целью защиты местных друзов и недопущения враждебных действий со стороны экстремистских групп. Но за гуманитарной риторикой явно просматривается и политический мотив. Правительство Израиля не скрывает, что стремится ограничить любое усиление нового сирийского руководства во главе с президентом Ахмадом Шараа. Причина проста. Израиль не доверяет новой сирийской администрации, считая ее связанной с радикальными исламскими силами. По словам министра обороны Израиля Исраэля Катца, текущие удары направлены на предотвращение создания в Сирии мощных военных структур, способных угрожать безопасности Израиля в будущем. Именно поэтому под прицелом оказались и системы ПВО, и ракетные установки, и даже объекты, способные использоваться для переброски вооружения. Друзский лидер из Ливана Валид Джумблат уже осудил израильские атаки, подчеркнув, что они не помогут политическому урегулированию, которое сейчас ведется между ним и президентом Ахмадом Шараа. Более того, Джумблат и Шараа на личной встрече договорились совместно стабилизировать ситуацию в Сувейде и призвать местных жителей сотрудничать с центральной властью. Местные власти в Сувейде также подтвердили, что вопрос о безопасности решается совместно с лидерами друзов, и заверили, что большая часть сотрудников органов безопасности будет набрана из жителей самой провинции. Это позволит избежать усиления напряжения и дополнительных столкновений. Израиль, судя по всему, не намерен останавливаться на достигнутом. Недавно сирийские источники сообщили, что в небе над Южной Сирией вновь появились израильские беспилотники. Это может быть подготовкой к новым ударам или просто демонстрацией того, что Израиль не теряет бдительности и готов реагировать на любую угрозу. Власти Сирии резко осудили действия Израиля, назвав авиаудары грубым нарушением суверенитета страны и актами неприкрытой агрессии. Сирийская администрация подчеркнула, что эти удары направлены на то, чтобы внести раскол в сирийское общество, используя напряжение, возникшие после недавних волнений. Эта ночь показала, что Южная Сирия снова становится ареной жесткой геополитической игры. Израиль ясно дал понять, он не потерпит наличия враждебных формирований у своих границ и будет действовать при малейшем намеке на угрозу. Сирийским властям теперь предстоит сложная задача –
восстановить контроль над страной и не дать внешним силам использовать ее территорию для собственных интересов. Это была не просто серия авиаударов. Это сигнал о том, что на Ближнем Востоке вновь наступает время перемен. Кто и как воспользуется этим моментом, покажет ближайшее будущее.